Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро на неделю с 9 по 15 сентября. Давайте узнаем, что думают карты для вашего знака зодиака, какие подсказки для событий ближайших дней, как они видят развитие, может быть, какой-то вашей истории. И у нас сегодня колода оракульных карт. Это как «Спроси у ангела». И вот мы спросим, достанем на этой колоде одну карту и откроем ее в конце нашего прогноза. В принципе, мои дорогие козероги, если мы немножко о планетах, прекрасный аспект Венеры для всех нас. И Венера – это, безусловно, про нежность, про любовь, про личную жизнь, про то, что мы можем с кем-то помириться или какие-то важные согласования провести. Венера будет оказывать влияние, безусловно, еще и, ну, может быть, и на рабочий какой-то процесс имеется в виду. Все решают люди, поэтому если вам нужно таки, даже, может быть, с руководителем важный разговор совершить, вот в таких каких-то мягких энергиях вы тоже можете осуществить. Но все же Венера больше про нежность, про ласку. И у нас аспект Венеры к Юпитеру, который находится в Близнецах, прекрасный, образуется 15 сентября. Это у нас выпадает воскресенье. И какой-то, может быть, удивительно добрый день, мои дорогие. Или какая-то новость, радость, вот что-то хорошее. Как будто энергии дня способствуют для нас сделать для себя. Или, может быть, как поговорить с любимым человеком. Или на что-то решиться. Или на что-то согласиться. У каждого по-своему. Ну или, безусловно, хорошее настроение. Итак, что важно знать? Ну вот, что важно знать. Любовь, семья, вот все, что по Венере, достаток, безусловно, десятка чаш, это в целом благополучие. Это когда дом теплый, уютный, когда финансовых нет проблем, когда вообще, ну, где-то гармония, взаимопонимание, взаимопонимание с близкими, или когда нам удается решить какие-то вопросы, или поговорить на чистоту. Все самое доброе, светлое по этой карте. Вот как будто это важно знать для вас. Вам как будто в этом направлении. Но эта карта перевернулась. А давайте я сама достану. Что для козерогов будет важно? Ну, две карты. Как-то так достались, оставим. Что важно знать, чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать, какие энергии. Что же вам будет помогать, что скрыто. Может быть, и вы чего-то не замечаете. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Здесь и документы, здесь и учеба, у кого что. Энергия денег на неделю и личная жизнь. И что нам скажет оракул ангелов? Какой даст совет? Итак, что же важно знать? Шикарно. Вот так. Карты живут своей жизнью. Если уж они решили что-то сказать, значит, они все равно как будто должны на этом акцентировать ваше внимание. Что может быть лучше, мои дорогие? Карта звезда. На этой неделе вы выбираете словно направление лет на 10-20. Правда? Вся осень у нас за счет ретро-движений. И, кстати, ваша правящая планета Сатурн, ну, она уже длительное время находится в рыбах. И она дает возможность как на что-то решиться. Или Сатурну в рыбах несколько так неуютно, потому что рыбы – это двойственный достаточно знак и управитель Нептун. Но, кстати, у нас осенью и Нептун-то тоже в ретро-движении. Какие-то ситуации нам словно возвращаются. Может быть, мы в чем-то поставим точку. Своего рода и Плутон, мои дорогие, который долгое время, 20 лет был в вашем знаке, он возвращается как раз в этот период. И в сентябре у нас великая ретроградность. И я приглашаю на свой сайт. У меня есть и гороскоп на сентябрь, до конца года. Планетарный именно. Я оставлю ссылки как и к видео, так и к своим статьям на сайте. Можете прочитать, посмотреть. Если вы ищете какую-то информацию, никогда не знаем, откуда приходят подсказки. Так вот, для вас вы, правда, расставляете все по местам.
И это недолгий период, буквально по 20 где-то ноября, когда Плутон возвращается в ваш знак. Для чего? Вы в чем-то должны расставить, ну, как по местам или точки над «и». Вы что-то для себя должны организовать. И, может быть, последний штрих. Может быть, у кого-то это касается подписания документов, пересмотра каких-то контрактов, соглашений, брачных договоров, кстати, это тоже может быть. Ну и по работе где-то. И вы уже устремляетесь вперед. И вот эти карты две, к счастью, буквально, к радости, к большим возможностям. Но вот именно подводим итог и идем вперед. И эта неделя, и я должна сказать, старший аркан проигрывается не на неделю, а как минимум на 3. И, видимо, сентябрь, может быть, где-то и октябрь. Вы выбираете будущее. Какие-то очень важные темы вы для себя должны обозначить. И это все ведет к радости и к счастью. Вот это важно знать. Может быть, это вы будете пересматривать окружение. Кто-то будет определяться с работой. Все же старший аркан. По аркану звезда. Нет ничего невозможного. Кроме того, как будто, обратите внимание, на карте девушка и звезда. Это как мечта, намерение, цель. Связывает тоненькая нить. Верьте в себя. Верьте в свою мечту. И у вас все получится. Соседняя карта как раз об этом. Неожиданности, победа, мои дорогие. Правда, какой-то вопрос, да не один вопрос, а может быть множество вопросов. Постепенно вы решаете. Но вы не можете расслабиться. Когда шестерка жезлов выпадает, это всегда та победа, которую она не далась легким путем. Не произошло что-то само по себе. Это ваши приложенные усилия. Это ваша настойчивость. И держать марку в том же где-то направлении нам предлагают карта. Нам предлагают также не рисковать своей репутацией, быть очень, ну, предельно все же внимательным, как будто контролировать победитель должен. Что говорят люди? Это не значит, что мы откликаемся или сразу на какие-то предложения. Нет, тут рационализм проходит. Именно в целях самосохранения, сохранения своей победы или, может быть, каких-то важных свершений. Короче, держать руку на пульсе придется, но это для вас как усиливает позиции. И не к тому, что уже вы оставили за плечами, а к тому, что будет создано, то, что вами будет достигнуто, к вашему счастью личному, к вашему успеху, мои дорогие козероги, что-то доброе, хорошее. Вот такая неделя. И правда, и Венера где-то на вашей будет стороне, чему сейчас не время. Вот практически нет ничего того, чему бы сейчас не было времени. Но королева Пентаклей ведь это ваша карта. И пусть меня смотрят мужчины. Но в короле Пентаклей нет, к примеру, такого значения, когда именно королева умеет из хаоса создать порядок. Ну, видимо, все же в позиции, чему сейчас не время, что-то отстраивается. Может быть, пока не время, мои дорогие, по королеве Пентаклей идет еще как инновация, или, будем говорить, мечта. Вот она вот как будто есть, да? Но королева Пентаклей, она сначала обдумывает какой-то проект. Может быть, не рушить что-то старое, а красиво завершить. Или дать возможность постепенно, может быть, какому-то вопросу, ну, через ваше согласование, через, может быть, документы, именно и закончиться какому-то вопросу. Или какую-то тему красиво, опять же, завершить, чтобы нам в последующем ничто не мешало в будущем. И я больше склоняюсь к тому, что нет тех энергий, которые бы вам помешали. Но, может быть, некоторая осмотрительность, она все-таки присутствует, потому что вот это значение из хаоса порядок, его быстро отстроить невозможно. Но это тоже где-то энергии королевы Пентаклей. Что же вам помогает? Вот единственное, что точно будет вам помогать, не оглядывайтесь назад. Восьмерка мечей – это карта внутренних страхов. И у нас, кстати, девушка изображена, которая, вот она сидит такая прекрасная, молоденькая, смотрит в зеркало, но видит она не себя, она видит какую-то прошлую ситуацию, то, что ее сковывало, то, что ей ставило какие-то препоны или задержки, или, может быть, какие-то грустные мысли, или, может быть, как общность, люди какие-то, которые вам вставляли палки в колеса, но это все уже не важно. Это именно какое-то прошлое, которое не имеет значения. И по восьмерке мечей, что нам помогает?
когда мы не устраиваем себе глубокую философию, когда мы не ориентируемся на опыт прошлого, когда мы как раз большие реалисты. Не заглядывайте вглубь себя. То есть риск, где-то соскользнуть вот в этот колодец каких-то прежних разочарований и там надолго застрять. А у вас прекрасное время идти вперед, мои дорогие. Мне нечего добавить. Поэтому не ищите черную кошку в темной комнате. Ее там нет, вы ее там не найдете. Идите вперед, вам все карты об этом. Что скрыто? Да, действительно, вот эти эмоции, которые нам предлагают буквально выплакать горе. Пусть не в этой колоде карт, но есть у меня колода добра, которую прорисовала великолепный художник, психолог Колет Барон Рид. И там 5 чаш означает выплакать горе. Жизнь как волна морская. И если есть какие-то разочарования, есть какие-то потери буквально, мои дорогие, дать волю эмоциям, потому что эмоции как нахлынут, словно волна, так и будет потом спад. И девушка, протягивая ножку, так лениво, неспешно, из этой чаши, имеется в виду что-то негативное, выливает в этот омут. Это все равно как кануло в лето. Какие-то воспоминания, какая-то со знаком минус жизнь прежняя, или какие-то разочарования, или пусть какой-то убыток у кого-то так, но есть по какой-то причине именно сожаление. Вот это сожаление просто вылить и где-то о нем забыть. И если мы говорим выплакать горе, дать волю эмоциям, для того, это как будто необходимо, для того, чтобы прошлое вас больше не держало. И вот все то, что я говорила по 8 мечей. Дела, работа, бизнес, король чаш, медитация, безусловно, или слушай свою интуицию. Но король чаш это могут быть вопросы, которые касаются согласования вашей личной жизни и финансов. И по части как раз этих двух направлений король чаш, великий маг и волшебник. Может быть, вам действительно придется в документах, где-то ориентироваться на то, что вы хотите себе создать, и это будет как-то перекликаться с вашей личной жизнью, с жизнью любимого человека, или, может быть, какой-то вопрос с родственниками, и одновременно есть реализм, или есть какая-то данность, как событие, которое сложилось, на данный период времени, и мы на это не влияем, нам это приходится принимать, и какие-то такие важные выводы делать, может быть, и так. Но сама по себе добрая карта, которая говорит, что у тебя как раз все получится. Получится примириться. Потому что король чаш, он все же великий дипломат тоже. Он умеет обойти острые углы. Но у вас как раз получится что-то согласовать. Вам не составит труда договориться. Вам не составит большого труда быть правильно понятыми. Но это все благодаря тому, что где-то вы разделяете точку зрения оппонента или того человека, кем вы говорите. Если вы буквально оказываетесь в кабинете чиновника, вы не торопитесь именно вещать или настаивать на чем-то на своем. Может быть, поэтому нам королева Пентаклей в позиции, где-то чему сейчас не время, хотя это не для вас не помеха, это ваша карта. Но, может быть, не начинать какой-то вопрос, знаете, как с настойчивости какой-то, или то, что вот как моя позиция, и я ее сейчас буду продавливать, а сначала послушать, что скажет вам человек. Или допустить, что у человека может быть разное настроение. И вы, если где-то так красиво в этот фарватер его настроения вписываетесь, или умеете слушать. Вот. Нет ничего невозможного. Любое согласование вам по силам. Буквально так, правда. И по финансам у кого-то, может быть, пентаклей паш выпадает. Это как новое начинание, безусловно. Это могут быть вопросы с детьми. Это может быть как новое направление по работе. Или решение я буду делать карьеру. Карта нам говорит, вообще с финансами будь аккуратен. Хотя 10 чаш, она уже где-то, предполагает, что деньги есть, деньги будут. Но аккуратно, может быть, что-то рассчитать. Может быть, у кого-то это как инвестиция в самого себя. Принять, что траты должны быть продуманными именно на эту неделю, на какой-то узкий момент времени. Пока мы не вкладываемся, если мы говорим, все же я не могу сказать, что вы что-то приобретаете или достали, допустим, деньги из кармана,
если это только не касается ваших личных инвестиций или какой-то учебы. Вот здесь траты тогда со знаком плюс. Но если мы говорим, вы что-то хотите приобрести, попробуйте где-то перенести на следующую неделю. Рассматривайте разные варианты. Может быть, даже еще больше каких-то вариантов добавьте. Кто знает, может быть, альтернатива, она каких-то новых возможностей для вас будет находиться или приходит. Допустите вообще, что есть множество, многообразие каких-то вариантов, и вы как будто только учитесь, изучаете какой-то вопрос. Хотя у кого-то именно может быть изучение как дополнительный способ заработка, и вы для этого пойдете учиться. Вполне вероятно. А с учетом 17-го аркана у кого-то это работа в интернет. Или как ваше желание, я должен работать или уметь работать из любой точки мира. И кто-то заинтересуется новым направлением и пойдет обучаться. То есть разные направления по деньгам могут быть, но где-то рачительным хозяином быть придется. И даже если где-то придется договариваться или делать переносы, да, по каким-то проплатам, то тогда вам будет помогать диалоговая форма или дипломатия. В личной жизни что? Решается какой-то вопрос. Вообще есть колода «Восьмерка жезлов», которая называется «Трансформация. Дорога к успеху». Или «Восьмерка жезлов» – это всегда карта скорости, когда может прийти какая-то новость, и мы не можем ее отложить на потом. По этой карте вы набираете темп, и поэтому, может быть, вам придется в каком-то деле участвовать, но вы даже это не планировали. Приходит новость, или вы понимаете, что если отложу что-то на потом, я могу упустить благополучие само по себе в квадрате или в кубе, назовите как угодно, на этой неделе в центре вашего внимания. И при том с какой-то траекторией на будущее. Набирайте темп, мои дорогие. Правда, много добрых каких-то вопросов вы можете решить. Вы знаете, какие-то вы на пороге, вот все, что я говорила, действительно больших изменений. И карта говорит, большие счастливые перемены. Мне нечего добавить. Правда. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.